А так-то может действительно так, да, просто мы сами просто такие, да, наверное, ну, наверное, да, да, да. То есть человеческий социум это не крокодилий социум, понимаешь? То есть вот эта биология, она, я уже так уже говорил, да, то есть она, ну что тут непонятного? Это, да, вот агрессия это вот там острые, как бы, что-нибудь такое, да. У человека нету этого почти, понимаешь? Мускулатура тоже, ты с гориллой не сравнишься, которая, да, то есть, понимаю, то есть почти лысая, что-то вертикальное, лысая, и, как бы, да, понимает, ни о чем, короче. Да, то есть, да, да, да. Агрессию ты даже толком его проявляешь, да. Ладно, ну, понимает он. Да, да. Да и охоты нет природного обоснования ни одного даже, да. Нет, дело не в том, что у тебя есть инструменты для охоты. Я в это я это не понимаю. У тебя есть, да, да, я понимаю, что у тебя есть фрукты, которые ты можешь есть, как бы, да. Да, то есть это то, что тебе по жизни надо. Не более того, да. Да, да, да. Как, и есть голова, чтобы все остальное, и глаза, чтобы все остальное обходить. И, да, и ноги, которые тебя далеко не унесут, если ты выйдешь напрямик с динозавром там или с кем-нибудь. Он понимает. И руки, которые тебя не победят там этих медведей или кого там, да, нормально, понимаю. Просто нужно его, да. Ну это просто больные. В популяции что-то пошло не так, и образовались больные победители троллейбусов, так сказать, да. Ну ничего страшного. Это не оскорбление, это просто то, что оно есть здесь, и кто-то должен это все отработать. Ты мужик, ты отработай, да, понимают. И покажи людям, да, 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 сделай, еще как надо, еще, да, 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 понимает он. Да, я-то, и получили всякие ханульки там, типа меня, например, да. Ты что, ну это не осуждение, пойми правильно, то есть, ну да, да. Может и болезнь, а может это типа изъян, я не знаю. Смотри сам, короче. Я просто к тому, что да, 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 это не мой путь, и идти надо, как бы себя не убив дальше. То есть, да, по-мужски, короче, да. А людям не очень надо. Вот смотри, у тебя, например, человек какой-то, который побеждает троллейбусы. Ну ладно, даже, допустим, и записали его в книгу рекордов Гиннесса даже, допустим. И что дальше? Он тебя понял. Ну нет, в этом уже есть какой-то смысл, там, что да, там, да, какой-то, да. И потом целая толпа, и не все троллейбусы побеждают, и зачем? И ты один из них, например, ладно, он в книгу рекордов Гиннесса записался, а потом сдох какой-нибудь от того, что у него там разорвалось, да, да, и здесь у него соединительное вещество одно осталось. Потому что он просто так уже говорил, да. Ну потому что мужчина же не будут же. Короче, думай, да, я понимаю, да. Ну, что там, тренировка, то есть как бы характер не смирить, то есть как бы умение да, собственную тупость побеждать, да, или собственную, да, типа того, да. Ну ладно, я с этого начал, говорит, ладно, не важно. Думаю, что короче, я к тому, что вообще можно все, типа того, да. Типа, это любая профессия, да, да, понимаю, может что угодно вообще, да. Никто никого не хуже, никто никого не лучше, но да, 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 типа того. Ну да. Ну да, да. Ну, понимаю. Ну нет, ты же не вырос в этой семье. У них там семья была спортсменов, футболистов каких-нибудь там что-нибудь, да, понимаю. То есть нам этого не знать. Понимаешь? Поэтому можно легко осуждать-то легко, а ты не знаешь, как из его генов, там, мало того, что генов, а еще из его среды, его там, нам этого до конца не понять, как бы, потому что мы все с разным детством, как минимум, даже. И младенчество тоже, наверное, даже, да, понимают, и даже это, да, понимают. То есть, поэтому ты можешь, да, да, да. Ну, я просто так уж, да, то есть, как бы, это просто де-факто, понимаешь, как бы, на самом деле так, если, да. Это не к тому, что ты тут что-то сочиняешь, да, ну, это, да, да, да. Ну, так ведь и есть, понимаешь, да, да, да. Потому что ты смотришь, это вот дитя спортсмен, вот, ты ничего не помнишь, в детском саду это такое, это секое вроде как, да, доказываю, да, да, да. Просто вот такая реальность, понимаешь. Да, это ее познание, ты же мужик, да, то есть не потому что там, ой, такой добрый, я такой увлажняюсь и прощаю, долго не прокатишь на этом, понимаю, да, что-нибудь, да. Надо тут с познанием, ну, может, можно там, но ты все равно мужик, ты все равно отвечаешь только за это, да, для этого, ну, это только нормально, понимаешь, это, да, это, да, понимаю, да. Это твой актив, как бы, как скажешь, да. Ты должен это дать себе, а может еще и только, да. Ладно, сюда. Да, короче. Да.
А то, что все добренькие, все такие хорошие, да, и там, без всякого объяснения, это женская тема, там, да. Да, да. Ну, это сложно так в жизни прожить, я думаю, очень. Когда выходит, что за них все делают они как без руки и без ноги, да. И это, конечно, больно, да. Да, да. Ну, зато она полезную жизнь проживет. Зато, да, да, к сожалению. Вот я тебе говорю, выживает 0,0%, как бы, это их проблема. Да, можно так слушать, да, типа, да, да. И остальные сами себя убивают постепенно, как бы, да, да. И ходят, а что это есть? А, что это? Ничего, все, точка, просто есть, нет. То есть имеешь право этим не, да, живи просто и все, да. Они там все врут, короче, и можешь даже эти сериалы не смотреть, которые это без... Ну, ты понимаешь, там ничего, и книжек этих не читать. Женщины их читают по своим причинам, понимаешь? Мужчины, да, понимаю. Им вообще этого не надо, по идее, да. Если они добрые, ему, да, это все уже немножко другое, да. Ладно, не касается. Это уже не та доброта, понимаешь? Доброта это когда ты всю жизнь беременна и всю жизнь тебе, да, да. Ну так уж получается. Да. И это зря прожито. И она, естественно, да, понимает. Да. Да, да, да. Ну ладно, ладно. Как здесь сдохнешь, наоборот. Но все-таки я настаиваю, что у тебя тело, да, что мужчина это не женщина, понимаешь, да. Мне легко говорить, потому что я даже никогда не забеременею. Да, да. Ну, а гейство это уже просто другой вопрос, да. Просто кто-то забыл, что на каком-то этапе меня не касается. Перестали забывать, перестали думать, перестали осознавать просто и все. Да. Ты, да, да, да. А кто-то специально выморал это, короче, да, свои системы генетической, потому что думал, что это нормально, да. Типа того. Ну, это не так важно. Может, так важно, наоборот, это ну, да. Наоборот, потому что, да, да. Ну, наверное, ладно. О себе он так говорит просто, там мне-то какое нахер дело до этого. But these are the tricks that composers can use to let the listener know you're in safe hands. The journey will be worth it in the end. Нет, просто все по своим делам, все, все понимают, да, он тебя просто, да. Да. Что, остановим. Ну это оскорбление, что ли, да, получается? Нет, а к тому, что все хорошо. Отец у меня нормальный. Просто он сам этому не рад, как раз, да. Ну, я понял, да. Что, я думаю, что да, 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 да. А это все наносное. Я вот тебе говорю, да, понимаешь меня, да? То есть это всего лишь мысли. Я говорю, вот он уже, это, да, там это, да, понимаю. То есть как кубок, да. Просто как программа, компьютерное решение, да. Я тебе точно говорю, да, да, понимаю. Да. У всех свое причем, потому что мы не знаем вашего детства, да, понимаешь. Да. Жить можно, оказывается, ну, забытие тогда, жить как слепое, да, как животное тогда, понимаешь, не жалуйся, потом видишь, теперь ты уже сам будешь. Да, видишь, вот видишь, чувствуешь свободу, простор. Чувствуешь, что ты можешь что-то, да, созидатель, да, ну вот я понял, да. Серьезно говорю, да. Вот и все, и нечего, конечно, да, понимаешь. А это всего лишь так, да. Ну да, да. Ну а женщина, она же все равно, что ты с нее возьмешь, экскиз, короче, понимаешь. Простишь потом, наверное, когда придется. Легче стало уже. Легче стало.
Короче, понимаешь, да, результат такой, что все должны дожить до седины, до старости, как бы, да, понимаешь? То есть и не болея причем, понимаешь, да. 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 Ты сам не образ, смотри, ты будешь желать зла, чтобы у тебя быстрее там родня-то, да, понимаешь, понимаешь, у тебя просто, да. Да. Всего лишь, знаешь, какая-то там на печеньку обиделся и все, блин, да. Потом, да, 1000 раз пошел на силу уже, да. Да, вот. Да, нет, да, понял, да. Да, это есть самое, да. Короче, можно? Нет, я говорю, не болей, не смей даже болеть, понимаешь? Нет. Вот это я тебе сказать не могу. Когда я просто очень такой человек интересный, поскольку да, я как бы хочу, как бы ничего не делаю, как бы, ну как я лентяй типа того, да. То есть я думаю, что если у тебя проблемы с телом, то дело не в спорте. Да. Ну, короче, ладно, смотри сам, понимаешь. Да. Ну да. По идее так, ты потом, да, это как бы, вот все равно это остается так раз, это сходит даже на нет. То есть правильная жизнь, вот как это у йогов-то. То есть сначала йога ты все шевелишь, а потом у тебя йога остается внутри осознания, просто типа в голове только, ну как бы выше, ну это не к тому, что надо, это я просто вообще говорю, что типа того, да. Что это тренировка всего лишь осмысления, наверное, да, какого-то, вот, да, да. А так можешь спортом хоть заниматься, но все равно не даст ничего особо, да, понимаю. А животные, у них же мускулатура-то же их как бы, да. Они этим не будут заниматься, они же не психбольные, понимают, им не жизнь живут просто. Да, и все это для жизни надо, да. А нам не надо. У нас мускулатура, видишь. Ну я сейчас просто, да. Ну, наверное, я просто на работу не хожу, мышечная масса немножко упала у меня, да. Ну, у меня она с детства такая была, как бы, да, типа того, да. Ну, где-то, ну, неважно, короче. Вот то, что тебе по жизни надо, ты с этим все равно ничего не сделаешь, понимаешь? Представляешь, себе 10 поколений на Венере, на дирижаблях живут. Да, по-разному можно там сказать, подойти, так сказать, да. Но она все равно уходит как бы на нет, остается как бы слендер, и да, тебе она не нужна просто мускулатура, понимаешь, да. Да. Ну, тем более, да, без лишних. Но я не думаю, что будешь бегать ты по Васе там. Даже если, да, понимаю, да. То есть меньше физически, да. Более же осознанность, пусть даже так, неважно. То есть, так или иначе, эволюция отказывается от лишних движений и, да, добавляет больше осознанности, так скажем, да. То есть, ну, просто это выживает, понимаете, где меньше движений, больше, да, и это нормально, остальное все менее эффективно, скажем, да. Ну это, а для чего, ради чего, правильно, да, то есть, остальное все равно не очень интересно, понимаете. Оно само выживать не хочет, правильно, оно само не выживает, просто, да, из-за слепости не хватает просто им мозгов, да, понимаете, как вот собаки, вот и не хватает мозгов, чтобы, ну, понимаете, наоборот, да, наоборот, да. Не, это у человека, у тебя уже биология, то есть это уже просто злоба какая-то, ну что-то в тебя поселили, там, да. Расхлебывает, ну и что, да, ну ладно, ну осуждай мне, похер, да, понимаю. Всего лишь объем работы, я так да. А женщина какая разница, добрая и все, понимаю, чтобы не ерепенилась. Да нет, просто. Ну да. Податливость, как бы, женская, ну вот женские качества какие, вот настоящие женские. То есть, да, дополнение, податливость, то есть, да, как-то так.
Да, то есть вот она солнышко для себя, да, как бы, вот видишь, это уже она что-то там, да, наверное, сложно уже сказать, да, понимаю, да, то есть и без всякой ухмылки как-то так, да, чтобы, да, ну, наверное, так вот, да. Прикинь, у них там вот такая, ну ладно. Да. Ну ты же не понимаешь, у них нет из этого выхода, понимаешь, ты не можешь даже представить эти, да. Они подвержены любви, но это не действие, это извне как-то, да, и понимает она. Но это без оскорблений, не без оскорблений, думаешь, да? Ладно, это все как-то, какие-то с них хорошо, конечно. Да, то есть нам это не, ну он тебя понимает, по-своему говорит просто, да. Ну вот нет, наоборот, не надо, да. Ну это осуждение просто, ну ладно, меня не касается. То есть мы не женщины, как бы, да, правильно? Мы же, да, понимаешь. Да, вот так, да. Ну да, ладно, наоборот, это, да. Ну ладно, женщина, она и есть мужчина. Она тоже, то есть то же самое, женщина должна что-то делать, женщина, а она еще и должна любить, у нее активные там это самая фазе. Да, движение и действие, как бы, да, это естественно. И у них, понимаю. Ладно. Не ладно, короче, ладно. Coming home to you makes it all worthwhile. The feeling of being confused and then to let the listener know you're in safe hands, the journey will be worth it in the end. Coming home to you makes it all worthwhile. The feeling of being confused and then wowed is one very familiar of Jacob Collier's music. As with most things, Jacob tends to push these kind of tricks to another level, with progressions that are longer and even more complicated than those first examples. This little pattern is from the track Time Alone With You. It's definitely a turnaround, but to say it's challenging to analyse in terms of its functional harmony is an understatement. Even these chords, which took me ages to work out, aren't quite accurate. There's some other microtonal manipulation going on. The home key is E flat. The point of arrival is indeed some kind of E flat at the start of the verse, even if... Ну да. Понятно, что никому не интересно, я просто так уж. Да. Ну, понимает он тебя. Да. Ну да. It's just really a bass note. Ну да, наверное, сознание просто. Ну я себе так это. Ну то есть как бы, да, то есть человеческая еда это фрукты, понимаешь? А еда это химические вещества, понимаешь? Химические вещества это галоперидол, например, вот что там у тебя. То есть, как, да, то есть они воздействуют, или наркота, например, или то есть они как-то воздействуют на мыслительные, эмоциональные процессы, так или иначе, понимаешь? Да, и там, наверное, не совсем те вещества, если ты так будешь думать, да, понимаешь, да, которые, да, возможно, там не только в гормонах дело, наверное, да, вообще в целом, да, понимаю. Вот, я и говорю, фрукты, вот даже вот овощи, это и то не еда, понимаешь, то есть это как бы, ты же не будешь жевать траву, овощи, это что, трава, по сути, ведь, правильно, деревья, кора, трава, там, да, то есть, да. Ну это нормально, это все-таки ближе к еде, там, к съедобности. Ну может и да, какая нафиг разница. Овощи, фрукты. Да. Ну да, самое калорийное это что? Ну да, смотри сам, короче. Да, так же, да. Ну да. Около того где-то там, да. Гипотетически это вот плоды. То есть, да, то есть, раз то, что вот вкусно ты идешь такой вот голодный, то есть, ягодки там аппетитный, вкусный запах, понимаешь, вот свежий там, не знаю, персик там, что-то, понимаете, это. Капуста это уже ты, это, да, понимаю, как бы, да. Но это уже за неимением лучше, ну это как бы, да. Когда-нибудь эти химические процессы будут тебе мешать развиваться, да, в какой-то момент, да. Возможно, да. Но они тебе будут помогать троллейбусы побеждать. Там, крючка, да, понимаю, но тебе надо, у тебя жизнь-то одна единственная, да, понимаю, сколько ты заработаешь, ну, пожалуйста, ты там даже заработаешь денег с таких же дураков, каких-нибудь, да, ну, или что, а ты даже не разобрался, умер и не разобрался, просто так и остался, и умер от тех же, это, то, что печень взорвалась от ненависти, у тебя еще что-нибудь, да, ну, понимаю, да, всего лишь там конфетку не простил какую-нибудь, да, еще что-нибудь, да, ну, не разобрался, перестал разбираться в вопросе, ну, понимает он тебя. Да, а кто, кому это все, да, понимает. Твой рот ответит, блин. Тебе оставили просто такую генетику, что тебя так ткнешь, да, понимаю. Ну, например, да.
И все умерли. Вот и живи теперь. Ты разобрался и такой, ты просто как объем работы, такой, блин, что-то сюда, да, ну да. Оказывается, нормально, чем ожидал даже, да. Да, оказывается, да. Так все хорошо. Нет, плохо что ли? Ну. Нет, ну по-любому, короче, так это радость, понимаешь? Это же мы же живем с собой, мы ничего кроме себя не знаем на самом деле, знаешь, да? То есть, и ты, оказывается, раз, и так, ты сейчас освободился, оказывается, просто путая, куда, и ты, как, знаешь, как гештальт, ты такой, там, с женщиной разговариваешь, ты такой, вот так вот тебя, да? И ты такой, это же несчастье, ты понимаешь, а другого нормально, просто он живет изнутри других программ, с которыми ты говорил, да. И ты такой раз такой освободился, что это, я не смогу это сделать, раз, потом так, что-то, да, и, ну не смог, так, ну, жизнь куда деваться здесь, он тащил, и чуть-чуть, ну, понимаю. То есть, как бы я тебе просто к тому, что это кайф и есть, да. Для кого-то это никчемно, а для тебя это, да, понимаю. Да, пинали ногами детства, да, понимаю, да. Ну, то есть, как бы, жить это не наказание, а как бы наоборот, это, да, растешь, да, окрыляешься, да, уникальным становишься, да, да. Нет, ну наоборот, да, понял. Ну да. Ну даже ладно, просто тебе легче становится, просто ты счастливее становишься, понимаешь? Более осознанно ты смотришь на этот мир, изнутри, ты же только, ты и есть этот мир, понимаешь, его отражение, как, и тебе становится доступно, то есть ты даже не знал, что он так выглядит на самом деле, этот мир, понимаешь? А представляешь себе, вот животное, оно тоже не понимает, как изнутри человека мир выглядит, понимаешь, да? Ну типа того, да. Да, понимает он целый. Ну, да, не из оскорблений, ладно, уж так. Ну это не важно, это я не, я к тому, что это кайф же, что это хорошо, это не мелочь. Ну ты даже как бы, ну ладно, мелочь, смотри, у тебя у ребенка маленькие пальчики, давай берем тогда и ну я понял, мелочь же как бы, да. По сути тоже ты такой ложку чего-то съел, как бы понимаешь, да, понимаешь. Да. И вот мы все, вот представляешь, ты раз тут как бы мелочь вроде бы, идет даже на обед, а как бы нет, понимает, да. Вы как сказал, да. Не так просто эту линию протянуть, да, понимаешь. Да. Ладно. Вообще просто, да, ну мы не знаем, да. Возможно, да, так. Да. Ну, принижены мы тоже, это у нас, да, есть такое, да. Ладно, работать надо, короче, да. Ну, в позитиве, короче, да. Ладно, все в позитиве. At least a repeating pattern here. Extreme form of that playing outside. It's designed really to bamboozle us. Работать надо. То есть, да. И не то, что, и даже не, да, то есть, как проклятая, да, это имеет в виду. Но она не проклятая, понимаешь, это кайф, понимаешь, да. Да. То есть как бы освобождение, ну да, как ты идешь, и у тебя каждый шаг ты идешь, как бы, да, просто вот нормально, да, типа того, типа тренируешь, наоборот, ну да. Да, ну даже если по-плохому, то все равно выхода нет, ну тогда, да, понимаю. Зато ты, ну, и так и сяк, значит, наверное. Что-то ставится. Ну да, и что будешь ждать, когда тебя будет, да, понимаю, да. То есть, да, тебе что-то надо просто по жизни, вот и все, поставь себе цель, да, задачу мужскую какую-то, да, сделать что-то хорошее, реально что-то, да. Ну да, что-то интересно научилась, да. А так это, да, понимаешь. Ты за первый раз это все неинтересно, потому что это никуда не ведет просто как бы. Женщина может это интересно покажется, они все равно ничего не понимают. Да. А ты просто сопьешься там, да. Надо цель просто ставить. Вот как бы реально, вот как. Ну это уже банально. Да. Что-то вот большое, хорошее, что-то, чтобы тебя как-то тащило, да. Потом идешь, да, лучше, ну, короче, находи их сам, да. Да. Работать над собой, да. Сам себе, чтобы быть головой, понимаешь, сам себе, да. Да. Рихтовать, да, понимаю. Ладно. Ну да, согласен, не согласен. Хорошо.
If the whole track was like this, I don't think many people would listen to it, but it's designed to lead us dazed and amazed into the relative safety of the verse that follows. Here's another example from a piece called Ancona, performed by the Jacob Collier Trio. Yes, Jacob had a jazz trio for a while, there's not much he hasn't done. So this time it's 12 chords in all, and here the strongest pull back to the one is that chromatic movement in the bass. But above it, Jacob plays another outside 3 4-note patterns, which all lead to a resolution at the start of the next section. Again, it's harmonically very challenging to say much more than that, but here it's the rhythmic sequence that feels most important. And to me, there's a connection in this example to Indian classical music. Now what you've been waiting for, another long raga by Ravi Shankar. Shankar. Indian classical music is built on rhythmic cycles called tala. The tala cycles round and round with various patterns and accents stressing different parts of the cycle. And a T-high is a rhythmic and sometimes melodic idea that happens at the end of one of the cycles, where a new rhythmic pattern is repeated 3 times, so that the last beat of the last repetition hits the 1 of the new tala cycle. So listen to the percussion in this fairly simple example. And in this melodic example, the sitar plays a pattern that's 7 beats long, with the final 7 coinciding with the start of the new tala cycle. So just like in the turnaround, the musicians have to calculate the right place to start their T-high by working backwards from the downbeat. And sometimes it's a pretty complex calculation. In this example from the end of the same performance, both tabla and sitar join together to repeat a 6-6-4 pattern. At the very end though, this time the players avoid an exact repetition and instead tail off with a graceful downward scale. But I guarantee you that last note is still right on the beat. The T-high provides a bit of a final flourish to end a section, but it also provides a little more of that same magic we feel with a good turnaround. When the phrase finishes right on the 1, there's a sense of wonder. Audiences often appreciation of a good T-high. And it's a technique I found myself using from time to time in my own work. Here's an example which I may have shown you before from my trio The Eye of Night. So what about our Beethoven example? How does all this relate to that? Well, what I want to suggest is that this kind of backwards calculation we've seen in the turnaround and the T-high is actually a fairly fundamental part of music creation. Many of the most magical moments in music involve some of this cunning, this sleight of hand, this slightly devious way of making something that feels natural when in fact it's been achieved through careful calculation. So as I said, I was amazed in that Beethoven sonata by how those scalic runs always seem to fit in just the right way. Now, you might laugh at my teenage self for this, but the idea never occurred to me at the time that rather than happening through just good luck, Beethoven might have known in advance which note he wanted to end on and worked his way backwards from that to find the starting note. But you can tell it must have happened this way round by those moments where, if you look very carefully, you can see Beethoven's sleight of hand at work. So take this moment, for example. Beethoven has just finished one scale to land on the high B. And in the following bar, he wants to end up on the D over here in the left hand. Now, every other scale in the piece so far has started on the downbeat, but if he'd done that, he would have overshot and landed on this unsatisfactory E. So calculating the space backwards from the D would have been starting on an F sharp. But that in itself is rather ugly and inappropriate. So what does Beethoven do? Well, he breaks his own rule, throws in a little 8th note rest before the scale starts.
And lo and behold, it now starts nicely on a G, and the scale itself, as if by magic, has ended up on exactly the note that he needs. And that's just one example of how this kind of backwards planning affects all kinds of different music. And I hope in a video coming soon I'll be able to show you some more examples in one of the most magical composers, Frédéric Chopin. So what do you think, Dorian? Do you think like this to find out how stuff works takes away some of the magic of music? You don't? No, me neither. For me, just understanding how it works just makes it even more magical. I mean, those T-high things are just amazing. What's that? Yeah, you're right. I should really thank all of the people who signed up to Patreon after the last video. That's a nice idea, but I don't think we'd ever get enough patrons to be able to afford a virtual cartoon bowl for your birdseed. But if that is something you'd like to see, do consider joining my patrons over at Patreon. Yeah, that's right. You'd also be helping me to make more of these videos, so 2 for the price of 1, I guess. Anyway, thank you very much for watching, and I'll see you next time. One, I guess. Anyway, thank you very much for watching, and I'll see you next time. Крайне. Ты видел, нет, Looking for a free project management solution that's actually free? Here's just a taste of what you can get for free. Use docs to collaborate more efficiently. Track your team's time. And visualize your work. Get all this and more. Free forever. Правильно делаешь просто. Seriously. Ты же не устаешь дышать, правильно? Get started with ClickUp today. Сердце не устает биться у тебя. Потому что оно знает уже как это, оно же правильно понимает. Выбирай лучший, значит, как-то. Ничего, помучаешься, найдешь, куда денешься. Не тогда. Ладно. Можно время. Все равно нет, да, я понимаю. Ну вот это, наверное, ну это у нас, наверное, один наш рот. Ладно. Ой, что это я? Hello, my name's David Bruce. Doing its work with DARPA, the company managed to create several other robots. This is AlphaDog, which is quieter and more robust than Big Dog, equipped with a stereo vision system and LiDAR. AlphaDog Proto, with an improved legged square or LS3 support system, with a number of sensors, allowing the robot to follow a human on rough terrain, avoiding obstacles, as well as self-propelled by GPS or following voice commands. Then there was also the robot Cheetah, capable of accelerating up to 46 kilometers per hour on high-speed treadmills, powered by an onboard hydraulic pump. The Cheetah autonomous model was named Wildcat, and it's the fastest four-legged robot out today, capable of running at 32 kilometers per hour without losing its balance. The company's first human was Petman, which first appeared in 2009. The robot, created to test chemical defense suits, at first could only imitate human walk, but then learned to crouch, duck, crawl, and perform other actions just like a real person. And in 2013,
Atlas, the world's most advanced anthropomorphic robot, was unveiled. The strong, agile, and maneuverable robot is not endowed with artificial intelligence, but can control its movements in real time. It does this with cameras on its head, 28 joints in its legs and arms, and many sensors located in the pelvis and all over the robot's body. They measure the robot's acceleration, its position in space, while moving, and other parameters of its interaction with the environment around it. The robot actively balances while walking, running. It can use the force of inertia, sense the terrain through sensors in its feet, and adjust the force exerted by its feet on the ground. Every jump or somersault requires the robot to make a lot of calculations to keep its balance. Although Boston Dynamics engineers have created a library of pre-calculated motion paths for Atlas, the robot's control system constantly adapts to them and the current conditions in real time. All of the Atlas robot stunts have been hits on YouTube, and the last one was the Boston Dynamics robot dance on New Year's Eve. The company had been preparing for this video for a year, isn't it? The Robot World Talent Show gave Atlas a boost in development. The robot was upgraded structurally to become even stronger and learn how to perform all movements without stopping and with maximum energy savings. But most importantly, the robot's motion programming tools were improved. While in the beginning, the engineers had to work for over a month on the new system, but by the end, this period was reduced to 1 to 2 days. To learn more about how the Atlas robot was created, check the video in the tip. But back to the story. In 2015, Boston Dynamics unveiled the first version of the Spot robot, and 2 years later, revealed the first robot arm built for the robot. Today, Spot is openly available for sale, starting at $74,500 for the basic package. The robot is controlled by a tablet, reminiscent of a game joystick, and is able to move independently on a variety of terrain, changing its gaits as well as bypassing obstacles. For orientation, Spot uses 5 pairs of stereo cameras with a range of 4 meters, giving him a full 360 degrees. Spot's legs are powered by 12 decimal DC motors, 3 in each arm. The latest version of the robot, Spot Enterprise, has a more powerful processor, the ability to charge itself, as well as an improved robotic arm. At only 8 kilograms, the arm with 8 degrees of freedom can lift 5 kilograms. Simply point the robot to a lever to be switched or a door to be opened, and it grips and turns the object by itself. In this process, the robot will use its legs and body position to increase strength of its arm. You can learn more about Spot from the release in the video in the tip. But these aren't all of the company's robots. The Handle robot, introduced in 2017, was conceived as the perfect combination of legs and wheels in one robot. Handle was much simpler than the company's other robots. Finding no use for it in its original form, Boston Dynamics redesigned it into a nimble warehouse robot. But its slow speed and need for room to maneuver killed the robot as a commercial product in its infancy. But as a result of that defeat, надо не только, понимаешь, ум, надо вот, как вот это говорил, да, типа того, ты понял меня? Да, то есть, да, ничего, я замкнулся себе просто уж. The robot from Stretch emerged. What makes it unique? First, the robot is based on Spot and Atlas. From them, Stretch has, for example, a machine vision system. They are 2D cameras with depth sensors and software that allows the robot to detect obstacles and the joints in the robot's arm, which has 7 degrees of freedom, are the same as those that Spot uses in its robot hips. Secondly, Stretch is much lighter than its current counterparts, traditional warehouse robots. It does not need to be bolted to the floor or manipulated to load. The robot does not require any special infrastructure and can work in any or less orderly warehouses, moving up to 800 boxes weighing 23 kilograms per hour. It can also unload boxes from a truck in the morning, move them inside the warehouse, and pallet them in the afternoon, and can load them on another truck for shipment in the evening. That is, the robot works where it's needed, any time of day. Stretch has its own vision system. It can detect, grab, and move boxes autonomously, moving in any direction and overcoming ramps. The robot's smart recognizes and works with all types of packages without delay. Thanks to its built-in monitoring and active control, a high-capacity battery provides 7 hours of battery life. But the robot can also be powered from the mains.
While Stretch doesn't look as unique as the company's the robot can also be powered from the mains. While Stretch doesn't look as unique as the company's other robots, it could make Boston Dynamics a profit by becoming their second commercial product. In 2017, Google sold the company to Japanese conglomerate SoftBank, which in turn sold 80% of the company to South Korean tech giant Hyundai. The company itself looks at these changes with optimism. SoftBank's investment allowed Boston Dynamics to expand its staff from 100 to 300 people and launches sales and technical support for Spot. From Hyundai, the company expects engineering and manufacturing know-how, as well as the production capacity needed to scale up commercial robots. But most importantly, Boston Dynamics remains Boston Dynamics and continues to explore and create incredible robots. Subscribe to the channel, like this video, and share it with your friends. We'll see you next time on Pro Robots. Сотрудники для тех, кто развивает бизнес. Для тех, кому важна скорость найма. Для тех, кто ценит простоту и прозрачность подбора. Для тех, кому нужно... Especially when starting to learn how to use Unity and write code, do the art, make game design choices, and all other things a game to cover, it can help to have a pool of resources you can fall back on and learn from. And sometimes you just want to get inspired and see what's possible and how things are done. After I released my Ну да, типа того. Ну да, то есть ты свое дело делай, как бы, да. The first tutorial series on how to make a simple game in Unity, I thought to myself that I'd like to share with you the YouTube channels of the people I learned from. As you probably know from my intro, I learned 90% of what I know watching tutorials online, so in this video I will present you my personal top 10 channels you should follow when starting and learning to become a game dev. Hi, I'm a part-time indie developer and illustrator. I've gained my knowledge through thousands of online tutorials, and now I want to give something back and share these skills with you. If you like these videos, subscribe to the channel to not miss new videos coming up, and if you want to support me, check out my website that contains my published games and a detailed dev blog and much more, or hit me up on Twitter. Before I start, I want to make clear that the order has nothing to do with the quality of the content of the channels. I've chosen these people because they have helped me tremendously in my personal game dev journey with the knowledge that they share. So, thank you for doing what you do.
I've included links to the respective channels in the description of this video, and I encourage you all, go and check them out and give them a subscription. I promise you will not regret it. And now, without further ado, here is number 1. Brekkies. If you have never heard of Brekkies, you probably have never googled game development tutorial in your life. Looking at their description, it says, top quality game development tutorials on everything from Unity and programming to game design. And that's exactly what they do. It doesn't matter if you have to game design. And that's exactly what they do. It doesn't matter if you have never touched a keyboard before, or you're in the business since years and need to look up how to make a specific feature. Brekkies got you covered. I follow Brekkies since I started to learn Unity, and I followed many of their projects till the end. They publish new videos usually every Sunday, and with now over 1 million subscribers and over 300 videos on general game development, 1 million subscribers and over 300 videos on general game development, Brekkies is definitely a channel you don't want to miss. Number 2. CodeMonkey. I recently started to switch a project I was working on to Unity ECS for performance reasons. And without the tutorials by CodeMonkey, this wouldn't have been possible. This guy is teaching highly complex stuff in such an easy to understand way, with the goal to help you to get better at coding and game development in general. I love how he picks certain topics and explains it hands-on in his videos. He applies the taught fundamentals right onto a use case, which makes his tutorials very meaningful. He recently hands-on in his videos. He applies the taught fundamentals right onto a use case, which makes his tutorials very meaningful. He recently started doing reaction videos to upcoming games and explains how the AAA studios made certain scenes and features, which is very informative and motivating at the same time. And CodeMonkey also shares a lot of his scripts and tools over his website for free, so go and check him out. Number 3. Sebastian Lag. I apologize if I pronounce his name wrong, but Sebastian Lag is one, when not the calmest voice on YouTube when it comes to tutorials. Hi everyone, welcome to another episode of Coding Adventures. In this one I'm going to be attempting to make some clouds. It's a joy to listen to him while he explains the math behind the coding, so you really understand what you're doing. I made a procedural alien planet as a practical part of my master thesis at university, and his videos on procedural endless terrain generation were the base to build on. In his coding adventures, Sebastian lets you see behind the curtain and creates amazing looking stuff like voids and generative content, as well as he shares his experiences with game jams. Go and give his videos a try. Number 4. Blackthorn Prod. Blackthorn Prod's channel is dedicated to the art of game creation, and man, this guy and his brother are outstanding when it comes to delivering enthusiasm. I don't have to mention that Blackthorn Prod's art style and the tutorials behind it are amazing, but listen how much motivation, fun, honesty and passion comes along with the devlogs he publishes. It keeps you watch one lesson after another. Blackthorn Prod gives as well insights on several topics that go on behind the scenes, for example, how much he earned with the games. But personally, his videos push me to work hard on my dream to one day make a living from creating video games. So I highly recommend you click on the subscribe button on his channel. Number 5 in our list. Infallible Code. I have to admit, I'm not the very best coder, and when I stumble across a problem I'm not sure about how to solve, I will most likely open up YouTube and go straight to Infallible Code. His videos teach you basic and advanced C# skills and make you and your code smarter, more flexible, more reliable, better. Sometimes it felt overwhelming for me to tackle code or features in C# I've never seen before, but with the help of Infallible Code and his down-to-earth attitude, I got confident in using, for example, events in my code. Now I can't imagine going back where I was before, so thank you, Infallible Code.
Number 6. Jason Wyman. Jason Wyman is this buddish uncle that you can call when you're down because of a problem you can't solve.